жить к индейцам на целых 3 ночи. Вот это рыбалочка, да? Показать размер рыбы. Мы что, купаемся в Амазонке? Все боятся насекомых и малярии. Тёма в джунглях, кто-то укусил. Лично у меня Бразилия в первую очередь всегда ассоциируется с Рио-де-Жанейро, карнавалом, кофе и футболом. У меня Бразилия всегда ассоциировалась с анакондой, крокодилами, амазонкой, индейцами, розовыми дельфинами, пираньями и джунглями. Именно поэтому мы приехали туда, докуда обычные туристы в Бразилии не добираются. Мы прилетели в Манаус. Манаус находится в центре амазонских джунглей. Лететь сюда довольно сложно и дорого. Как правило, это с одной или 2 пересадками. Мы заплатили за билеты на троих туда-обратно примерно 80 тысяч рублей. Возможно, иногда билеты можно купить дешевле, если покупать заранее. Также сюда можно добраться на пароме, но, как правило, это дорого, так же дорого, как и на самолете, и очень сложно и долго. Поэтому все туристы сюда летят в основном на самолете. Почему сюда редко добираются с детьми? Наверное, потому что здесь... Все боятся насекомых и малярии. Все боятся насекомых, малярии, говорят, что эти джунгли, амазонские джунгли кишат змеями, тарантулами, возможными насекомыми и комарами, которые всех буквально убивают и кусают. Мы приехали сюда для того, чтобы посмотреть, как здесь на самом деле, и вам об этом рассказать. Поехали с нами. А это Вадим, наш гид по Амазонке. Вадим уже 25 лет живет в Манаусе, и именно с ним мы проведем эти 4 дня в непроходимых джунглях Бразилии. Это маски, в которых использовано очень много материалов. Ну, самая известная вещь здесь. Это самая большая рыба переруку. Вот это ее чешуя. Можете себе представить размер рыбы. Она достигает 3 метров, эта рыба. Это ее чешуйка. Змеиная кожа, кожа анаконды. Это чешуя другого вида рыбы, зубы пираньи, ну и семена различных растений. Стоит такая маска примерно 400 рублей. Мы приехали на Рио-Негро. Манаус стоит на берегу реки Рио-Негро, и сейчас мы поедем смотреть свадьбу рек. То самое знаменитое место, где 2 реки сливаются в одну. И Вадим по дороге нам расскажет. А сейчас мы пойдем в лодку. У нас своя лодка. И сейчас в нее будем загружаться. Второе, третье сиденье после водителя. Перелила через края вот этого забора и залила рынок. Рынок переносили на другое место. И даже меняли транспорт, потому что центральная площадь перед этим рынком полностью была залита водой, ну так примерно по колено. То есть легковые машины не ездили, автобусы еще ездили, а уже более мелкий транспорт. Эта табличка показывает уровень воды в Манаусе, в Рио-Негро. Поднимается уровень воды. И видите, в 2021 году самый высокий уровень воды был здесь зафиксирован, было сильное наводнение. Вот нам сейчас Вадим рассказывает, какие у него были последствия. Мы приехали обедать на Рио-Негро. Здесь система шведский стол, мы взяли фруктов, баклажаны. Вода вроде мутная, но такая прозрачная, что аж рыбы видно, да? Да. Уже сейчас начинают эти кувшинки разрастаться потихонечку, потому что они зависят, естественно, от воды. И сюда потом, когда начинает вода спадать, озеро остается изолированным, рыбе некуда деться. И сюда и крокодилы приходят охотиться, там и орлы прилетают, и там те же самые цапли. И очень часто можно прийти и увидеть крокодила, греющегося на листе. Смотрите, в общем, 1, 2, 3 огромные, смотри, Марина, вон там 4, 5, 6, 7, 8, 9 рыб. Только на одном пятачке. Вот это рыбалочка, да? Джунгли кипят жизнью.
местные жители специально выращивают вот такую вот огромную рыбу для туристов. Сейчас мы пойдем рыбачить, а сейчас, буквально через минуту мы пойдем рыбачить, а сейчас, смотрите, мы подкармливаем черепашек. Здесь, конечно, довольно грязно, не знаю, почему они не следят за чистотой вот этих вот аквариумах, но что уж есть, черепахи. Черепахи, Вадим, здесь, да, живут, вот в этой, в Рио-Негро, в Амазоне живут вот эти черепахи, они их выловили и сейчас показывают туристам, дают корм, можно подкормить. Мы пришли Смотрите, кто будет рыбачить. Он у него в руках. А я снимай на живца. Артем, ты будешь рыбачить? Да. Все мордашки на нас, и правда. Она меня не больше. Больше тебя. Папу, Амелия. Оп. Нет, тут такая рыба, ее на такую леску не вытащить. Да. Нет, это ее невозможно поймать на такую. Тяжелая, да. Ловят на эту штуку ее? Нет, конечно. Это делается именно так, чтобы ты и рыбу не поранил, и посмотрел, почувствовал ее мощь. На самом деле мы ее подкармливаем таким образом. Она хлопает. Молодец. Вот эта рыба вот такого вот размера. Мы ловили чуть меньше сейчас, а здесь вот Артем встает, чтобы показать размер рыбы. Ее очень тяжело поднять. Вот такого, да? Смотрите, Артема в джунглях кто-то укусил, руку рассунула. Хотя совершенно ничего, никто не кусал, не трогали никакие растения. И вот так, такая аллергическая реакция, на втором руке все хорошо. А здесь вот красная. Вот такие они в джунгли Амазонки. Свадьба рек. Вот это более темная Рио-Негро, а более светлая это уже Амазонка. Таким образом смешивается вода. Ой, красота какая. Нам говорят, что температура Амазонки и Рио-Негро разная. Амазонка более холодная. Холодная Амазонка. Сейчас мы попробуем. Прямо, опа, и все, и прям кипяток рука. Кипяток. Ага, класс. прям вот ровно на границе. Мы собираемся, заходим вот в эту лодочку. На этой лодочке мы сейчас поедем в наш лаунж. Жить к индейцам на целых 3 ночи, 4 дня. Юра. Его зовут Юра. Это мы его так тренируем. Кто еще не проснулся? Это мухомор, мама, не бери. Не, я их не трогаю, я просто снимаю. Мы пришли в джунгли, приехали. Мы идем по протоптанной дорожке не потому, что она протоптанная, а потому что эту дорожку специально сделали индейцы, мачете, потому что идти вон там по непроходимым джунглям невозможно. Ну и идти по дорожке безопаснее. Смотрите, мы надели такие специальные, защиту специальную на ноги для того, чтобы от змей, чтобы если вдруг змея нападет, здесь на ногах будет защита. Пойдемте дальше. Колючки.
Да, я вижу, вот я их Ой, снимаю. это круто. Эти пальмы выращивают на плантациях. Чем больше расстояние между пальмами, тем длиннее вот эти вот шипы. И вот из этих вот шипов делают дротики. Индейцы делали раньше и до сих пор делают дротики для духовых ружей. То есть они вот эту вот иголку в яд лягушки или кого-нибудь еще окунают. И после этого делают духовые ружья, чтобы поражать врага вот такими вот иголками. Вот из этого делают. Вот она как выглядит, эта иголка. Смотри, ее не надо ни строгать, ни затачивать. Она Очень сама острая. по себе уже готовая. Сюда только добавляют войлок, чтобы она летела хорошо. А используют ее в основном сейчас, ну, естественно, не как оружие для убийства, а именно как охота. Потому что яд, который они сюда добавляют, он нейтрализует. Еще в чем проблема, если ты попадаешь в зверя, он не умеет, ну, это его не парализует моментально, он еще 5 минут примерно, может быть даже больше, он еще может двигаться. Поэтому еще нужно следить, куда он пошел, и подбирать его, иначе он может очень далеко отдалиться. Почему они до сих пор предпочитают использовать духовые ружья, а не огнестрел? Несмотря на то, что к огнестрелу у них есть доступ, и иногда они им пользуются. Но когда ходят на охоту, берут в основном только духовые ружья. Потому что и когда ты стреляешь из духового ружья, если ты промахнулся один раз, у тебя есть второй, третий шанс. Или там какая-то стая обезьян, ты в одну промахнулся, можешь другую попробовать. Если ты выстрелил один раз, пусть даже ты попал, из огнестрела ты распугал всех вокруг, зверей да. в большом Вокруг. радиусе. Мгм. То есть у тебя после этого ты несколько часов должен отходить, искать все заново. А так ты тихонечко стоишь, стреляешь, и у тебя есть несколько попыток. Поэтому они до сих пор предпочитают духовое оружие. Смотрите, это курс выживания в джунглях. Здесь в цветке этого растения заводится личинка. Когда цветок отцветает, он закрывается, и эта личинка остается внутри этого цветка. Только что мы ели орех, то есть личинка там не завелась. А вот в этом личинка завелась. И это очень высокобелковая пища, достаточно буквально 3-4, да, Вадим? 3-4 штук за день для того, чтобы суточную норму белка получить. Поэтому, если вы когда-нибудь потеряетесь в джунглях, вы знаете, что делать. Главное, чтобы был мачете, потому что зубами не раскрыть. Очень-очень тяжело. Как настоящий первопроходец в джунгли, ты тоже будешь. Амелия, это жук, это червяк. Ты будешь его есть? А я буду. Сейчас нам Вадим достанет этого червяка, и я попробую. Вот он. Там ничего внутри не Вот, остается. ничего внутри не остается. Он полностью выел орех, который только что мы ели. Вот осталась только эта личинка. Ну, чего не сделаешь ради контента? Будет есть червяка. Да. Какой он на вкус? Я говорю, как орех, такой же. А говорят, на вкус такой же, как орех. кокосовый Хотим тебе с тобой поделиться? Не, Ты не будешь? Я буду. Ты будешь? оставь Мы всем. тоже не умрем. Кусочек откуси и все. Его можно есть? Быстро-быстро жуй, чтобы это сам. Да, на вкус как орех. На. На. Ты не будешь? Точно? Да. Давай телефон. На вкус это очень вкусно. Это вот точно я вам скажу, это очень необычный вкус, это как бразильский орех, только очень насыщенный вкус. Если ты не знаешь, что это червяк, то в принципе это не противно. Ну, так как я за любые эксперименты, за любую экзотику, поэтому мне понравилось, очень вкусно. Рекомендую. Здесь была Амелия. Оно застывает потом, и очень долго эта надпись остается. Если люди идут в какие-то места, где они еще не знают, или они хотят, чтобы оставить какой-то след, если их будут искать, то делают какой-то знак, например, или пишут свое имя, или стрелку ставят, в какую сторону они шли. Потерялся в лесу, тебе нужно развести костер. Поскольку здесь вообще вот сейчас у нас сухое время года и достаточно сухо здесь, но во время сезона дождей, или даже если сейчас пройдет дождь, все будет мокрое. Как развести костер? В этом случае вот так вот просто соскабливаешь такую стружку. Даже если пройдет дождь сейчас, она всегда будет сухой. Вот просто ради интереса потрогай. Да, совершенно сухая. И костер это для разведения именно, естественно, маленькие веточки берешь, вот как эти. И для разведения костра такой стебель, как копье. Именно такие закрытые стебли они используют для покрытия крыш, потому что сначала, естественно, срубают.
Ой, класс. Потом вот так вот потрясешь, и себе. образуются вот такие Ничего листья. себе. Видите, они пока новые, они как желтые, как пластик, как жалюзи. И если вы их потрогаете, у него есть такая, влажная, как масло. Ага. Это уже достаточно сухое, кстати говоря, оно должно быть еще более влажное. Потрясти. Найдем тебе. Сейчас потрясешь, найдем. да. И потом они просто вот так вот под определенным углом надламывают. Вот, видишь? И кладут такие ветки на крыше. В зависимости от частоты укладки, если это, например, чаще, чем одна ладонь, то такая крыша может прослужить 5-6 лет. Если реже, то 3-4 года. Какие красивые. Тайское средство от комаров, которым только что помазали мне мою вот это вот ожог. Пахнет точно так же, как и тайское средство от комаров. Да. Это и есть, это растение, из которого делают, здесь это называется вик, медпрепарат. Тоже металлическая баночка, как звездочка вьетнамский бальзам. Так, у тебя комар на щеке, Комар на щеке, Вадим. да. На щеке прямо у очков комар. Вадим, комар прямо на щеке у очков. Да. Аккуратно, Ульяна, вот мне впилась только что, снимай меня иголка. Проходи аккуратно, больно капец. Штаны прокалывает моментально. Видите, листики отличаются по цвету от уже взрослых листиков. И тоже, когда ты идешь в места, которые ты еще не знаешь, ты выкладываешь эти листики на дорожке. Почему? Эти листья никогда сами по себе не отваливаются от основного стебля. Они всегда либо будет сама ветка лежать, либо они останутся на кусте. Так, чтобы вот отдельно лежал, это значит, кто-то, человек какой-то это сделал. Значит, опять же, ты показываешь кому-то, Дорогу. что ты здесь прошел, ты указываешь направление, в каком ты шел, и самому себе помогаешь. И даже в том плане, что они по ночам они фосфорицируют. О, Они прикольно. тебе даже показывают, что ты здесь шел. Ну что, змею? Боже мой. Вадим, не свети. Вадим, убери, пожалуйста, фонарик. Фонарик, говорю, убери. А, или он не придет так. А, нет, так уж видно. Эй, убежал. Gostei mesmo, porque ela saiu, né? Сначала подожжем, покажем тебе такую смолу вкусную пахнущую, которая будет хорошо пахнуть, и будем от комаров использовать. Foi a aplicação dele. Ну, как ладан пахнет. Ладан? То есть, Да. Да, как ладан. О, стрекоза, это личинки стрекоз. Скажи, обригада. Скажи ему. Обригада. О, слушай, Молодец, какой классный класс. зонт. Смотри, какой лист. Гигантский. Класс. Класс. Мам, потом мы купим ножницы и сделаем из него обычный зонт. Хорошо. Амелия, кто там впереди? Друзья твои? Ну, эти вон. Боится. Ну что, дружочек? Ты совсем близко. Чего? Ты хочешь, чтобы тебе дали что-нибудь поесть? А нечего. Его даже увеличивать не надо, настолько он... Угу. Чешет ногу себе. Вот какой. Вот какой, да. Так хочется тебя тоже почитать. Ага. Привет. Ну, нельзя. Ну, они Почесаться. могут укусить, и потом прививки от бешенства ставить неохота. Ой, боже мой, прыгает прямо возле нас. Все пришли. Вы думаете, у нас есть еда? У нас нет еды. Ты вообще не боишься? Мне Да, кажется, привет. ему не нравится. Он, наверное, защищается. Все, уходи. Что, занозу поймал, да? Такое бывает, когда лишний. Провод хочешь? Макияж смоется. Ну что, купаемся в Амазонке? Потом сделаем новый красный
соболезновать местным жителям. Здесь сейчас нам приготовят лепешки. Это не индейцы, это местные жители, просто люди, которые приехали жить из города сюда в лес. Им нравится жить на берегу реки. Здесь очень прикольно, потому что все, в принципе, есть в лесу, все, что нужно для пропитания. Вот мы набрали под деревьями манго. Здесь же они выращивают кур, выращивают гусей. У них есть кошка, есть собаки. И в принципе, для пропитания ничего не нужно. Из города они привозят только, ну, такое, может быть, какую-то муку для приготовления пищи или сахар, соль, а все остальное у них есть. Они живут натуральным хозяйством. И у их детей классная, счастливая жизнь. Они свободные, бегают босиком, мучают кошек, и все у них замечательно. Сейчас они разорвут кота бедного. Кот даже мяу не говорит. Все. О, Амелия разожгла костер. Что выяснили, здесь живет только одна семья, вообще даже не семья, а она одна, и ее 4 сыновей. Вот здесь двое, самому маленькому 2 годика. И ¿cuántos años tiene tu adulto? 14, самому старшему 14, а самому младшему 2. И она одна, совершенно одна, живет вот в этом вот поселении. Сказала, что она наняла людей, которые ей построили все вот эти домики, а вообще она здесь живет абсолютно одна. И говорит, что ей даже не страшно. Но ты или с медом? Obrigada. Мы приехали в место, где можно кормить дельфинов. Это единственные дельфины, которые адаптировались к пресной воде. И они здесь водятся 2 вида дельфинов. Серые и розовые. В том месте, где водятся дельфины, нет ни пираний, ни крокодилов, они всех от себя отпугивают. Именно поэтому здесь мы можем абсолютно безопасно купаться и не переживать за то, что нас какой-то крокодил схватит за ногу или за попу. Поэтому мы сейчас будем купаться, приглашаем вас с нами. Вот здесь я уже вижу дельфинов. Они в естественной среде обитания, их немножко прикармливают для того, чтобы они здесь всегда были. Они знают, что здесь их обязательно покормят, но это не зоопарк, это не какая-то огороженная территория, это реальное место обитания этих дельфинов. Они просто, проплывая мимо, видят, чувствуют запах рыбы, чувствуют, что им дадут сейчас немного рыбы, и приплывают сюда. Накормить их или повредить им этим невозможно, потому что они очень большие, и вот эта вот рыба, которую дают, это просто как небольшое лакомство для них. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, ставьте лайки, и еще расскажите, кто когда-нибудь где-нибудь плавал с дельфинами, или мечтаете ли поплавать. Если мечтаете, то где? Я, например, плавала с дельфинами в Мексике, я плавала с дельфинами на Кубе. На Кубе был дельфинарий, в Мексике это был океан открытый, я купалась с дельфинами в открытом океане, и сейчас плаваю в Амазонке. Совсем розовый, смотри, тот серый, а тот совсем розовый. Ой, как меня за попу укусил! Серьезно! Он меня за Вот ногу розовый, укусил. смотри, его серый отгоняет. Где? Розовый, вот он, дядя розовый. А серый его гоняет. Какой ты волшебный, какой ты прекрасный. Какой хороший. Я взяла его. Да, у меня вот тут под стопой. Ну как, тебе нравится рулить, Амелия? Ты у нас наш водитель. Кто рано встает, тому Бог подает. Мы проснулись сегодня с Амелией в 6 утра для того, чтобы поехать ловить пираний. Сейчас будем ловить их на удочку, прям практически в том месте, где мы вчера купались. Потому что это рыбка. Ульяна, твоя удочка сзади. Ага. Жди пока. Не надо ее так делать, нужно просто ждать терпеливо. Чувствуешь, что чуть-чуть трясет? Не просто, правда? Есть. Ну что, я поймала свою первую в жизни пиранью. Скажу я вам, это непростая задача. Мы долго, наверное, полчаса я пыталась возиться. Это сложно. Нужно подсекать особым образом всю мою наживку. Они постоянно съедали и никак не хотели ловиться. И вот эта вот малышка
мне поймалось. Они почему-то не краснобрюхи. Почему они не краснобрюхи? Ну, тут и те, и другие водятся. Их 8, вообще 25 видов пираний, хищных 8. Так что не всегда ловятся краснобрюхи. Но это тоже хищно. Вот такая зубы у нее Покажу. очень большие. Ой, смотрите, закрывает рот прямо с крючком. Не получается у меня показать, но они тут точно есть. Вот они. Оп. Видно? Угу. Какие зубища. Покажи. И спереди, и спереди. Но я боюсь, если Нет, она, за то пальцем она не меня надо. цапнет Угу. за палец. А мы его Так что заберем непростая это работа. Ловить пираний. Амелия рыбу поймала сама. Молодец. А уже пальчик не отпускай. Оп. Вот это молодчина. Класс. Расскажи, сложно было ловить? Было сложно, но он мне немного пошевелил рыбочкой, удочкой, и получилось вот такое. Она даже не дернулась, а уже эта рыбка поймалась. Здорово. Аккуратно пальцы. Мы поехали ловить крокодилов. Говорят, что нужно завернуть просто за угол в отеле. За отель буквально вот несколько метров проплыть, и в траве должны быть крокодилы. Сейчас мы там его поймаем. Важно сказать, что это мы не причиняем вреда природе. Мы просто ловим. Крокодилы достаточно глупые животные. Наш гид его довольно быстро поймает. По-разному бывает. Бывает такое, что несколько часов нужно охотиться, но пообещали, что сегодня будет довольно быстро. Он его поймает, мы на него посмотрим, и после этого отпустим в природу, мы не причиним ему никакого вреда. И вообще весь туризм на Амазонке очень заботливо относится ко всем жителям, поэтому не переживайте. Поплыли с нами, сейчас поплывем и посмотрим, как быстро мы поймаем крокодила. Смотри, поймал. Видишь, как быстро ты это поймал? Раз, смотри, какой шустрый. Оп. Такого маленького я никогда не видела. Видала? О, какой дядя у нас мастер. А мы его потом освободим. Конечно. Мы его потом освободим. Конечно. Конечно, сейчас освободим. Смотрим его. Хочешь на меня светить? Свети вот этим фонариком, чтобы хорошо было видно. Хорошо тебе там видно? Угу. Глаза маленькие, зрачки. Мам, Малыш давай. какой. Он еще, ну, он такой малыш, это чуть меньше года ему. Он уже вполне за себя может постоять. Только в районе рта не гладь. Осторожно. Почему? Потому что укусить он очень быстрый. Он может укусить. Очень больно кусается. Глаза, смотри, как у кота. Мгм, Видишь, мгм. такие. У нас у Шива Патрика не такие глаза, мама. Чем он питается? Рыбой? Отойди, да, питается рыбой, лягушками. Подожди секундочку. Отойди. Ох, какие зубы. Сейчас откроем, будет видно лучше. О. Снимаешь? Да. Ох, какие зубы. Мы сейчас его просто посмотрим и отпустим. Вообще крокодилы достаточно глупые. Он даже, наверное, завтра и не вспомнит, что у него было такое ночное приключение. Нет. Но удивительно, что мама возвращается за детенышами. Черепахи не возвращаются, хотя такие же рептилии. Ну, местные говорят, но на самом деле я думаю, что тоже не всегда. Они сами вылупливаются и потихонечку идут по наитию, идут в сторону воды. Как себя чувствуешь? Плохо. Мы приехали в поселок на Амазонке. Но не просто так, а потому что у нас случилась неприятность. Артем заболел, у него температура, высокая температура. И мы сейчас идем к врачу. Ждем врача. Что случилось? Что случилось? Температура, башка кружится, тошнит периодически. Но это не из-за уязки. Но это не из-за увязки, это из-за Не того, надо что произносить ночью это поднялась температура сильно. Нет, тогда этого расскажи, что было, покажи руку.
что? Когда? А до этого вот мы ходили по джунглям, ни с того ни с сего вот такая реакция. И вот такая. Но Началась. она уже проходит по чуть-чуть. Вот. Но в самом начале было много красных пятен, волдыри пошли, задеваешь кожу, и волдырь моментально сдувается. И мы сейчас приехали в госпиталь, где местные врачи посмотрят, что это такое, что за такое? тропическая болезнь такая. При том, что Артем вообще ничего не трогал, что удивительно, не подходил к никаким растениям, Особо ничего мы не ели. ничего не ели. Экзотического. Это случилось в первый же день. Сейчас поднялась температура, но температура поднялась сама по себе. Вчера еще до нашего путешествия Артем... Вчера была усталость, капец, я вчера клонила в сон весь день. Я прям Еще с утра до хотел этого спать, всего. просто жестко хотел спать, вот спать и все, хоть убейте меня. Поэтому да, эти два события никак не связаны. Меня трясло, колотило минут 15, просто жестко. И сегодня мы решили доехать до госпиталя, чтобы показать врачу, что это такое. Вроде вот как у нас, из пальца. Кровь намазали. Ну, чем-то помазали. Оп. Вот, взяли Это тест. кровь папы? Да, это папина кровь, взяли тест на малярию. Ну что, Артем, мы приехали домой, прошло уже несколько дней. Давай поделимся с нашими зрителями впечатлениями. Мы закончили на том, что ты болел, и мы когда приехали, у тебя продолжалась температура, и ты болел. Расскажи, Да. чем все закончилось? Закончилось все тем, что это оказалась не какая-то страшная тропическая болезнь, а обычный коронавирус. Поэтому поздравьте меня первого в нашей семье с коронавирусом. Расскажи теперь нам по поводу Аляски. Значит, что я могу рассказать по поводу айваски? Опыт странный, положительный, ну для меня положительный во всяком случае, на любителя для каждого свое. Поэтому по порядку. Как это было, как начиналось? Начиналось это следующим образом. Пришел к нам наш укуренный шаман, который стоял с перьями и с бубном. Да, садитесь. Это называется кашири, этот напиток. Caxiri, essa é bebida típica que a gente usa. Você me mata, você mata de Очень похож на чайный гриб. É, Вот не противно, это довольно-таки нормально. Мгм. Кисловатненько такая. Хочешь попробовать? Да, вкусно, даже вкусно. Да. Мгм. Porque ele, quando a gente deixa uma semana, ele bem fervido, uma semana a gente deixa. Mama, mama. Mama, mama. ¿Cuántos años tiene? 3. 3 años. Oh, 3 años. Eu tenho 15. Ah, tú tienes 15, no te creo. 15 anos. Ah, ¿es tu mujer? Sim, Sí, ah. esse daqui é meu príncipe. Ah, sí. ¿Tú es único todavía? ¿Solamente uno? 2. ¿Dos? Пришел к нам наш шаман в шортиках такой модненький, при понтах такой пришел, значит, из шортов из майки ничего не стал переодевать, бубенчики только надел, говорит, все, тебе хватит. Ну давай, все, освободись, сядь, расслабься, тебе надо вот сидеть и быть расслабленным. Начал мне гнать, значит, про медитацию, про то, что у тебя должен быть третий глаз открыт уже прям вчера. Я говорю, не, это я как бы мы нормальные люди, поэтому давай, пожалуйста, вот по делу мне вот формулу говори, а я буду запоминать, что мне делать. Он говорит, ну, тогда вот так. Не погружайся в себя, не погружайся в глубину какую-то. Вот смотри на небо, расслабляйся, кайфуй. Я говорю, ну окей, хорошо, погнали. Расскажи, почему вообще ты захотел это попробовать? Потому что я об этом услышал. Для меня это стало ассоциироваться с Амазонкой, то, что здесь они это делают. Вот и все.
Ну, какого эффекта ты ждешь? Нормально проблевашки. Проблеваться Да, хочешь? конечно. За свои деньги хочешь За свои проблеваться? деньги, да, проблевусь и за свои деньги, да. Проблюсь Почему бы за и свои нет? деньги. Ну, а вообще есть какая-то, ну, страх? Конечно, есть сразу. Вот мы на лодке плыли, покупались в Амазонке, плыли на лодке обратно. Я думаю, может сначала проблеваться, а потом принять. Но потом думал, блин, потом-то нечем будет. Нет, надо по правилам все делать. В общем, сейчас буду делать все по правилам. Посмотрим, к чему это, чем это закончится. Но эксперимент есть эксперимент, почему бы и нет. Ну, давай, Да. с Богом. Давайте мне удачи. Значит, сел и, значит, налил первую часть умески, дает мне. Я ее беру, выпиваю. Все, говорит, сидишь 2 минут 40. Я говорю, прекрасно. Ну, что, залипаем в потолок. В потолок залипал долго, эффекта никакого не было. Периодически он бил в бубен и пел прекрасные песни, значит, про шаманские свои истории всякие раз. Ну, в общем, ходил, пил в бубен вокруг меня. Потом началось действие легкого эффекта, как будто бы ты сидишь на корабле, и тебя начинает вот так вот мотылять со стороны в сторону. Тебя начинает укачивать, и вот ты сидишь, вот тебе так тошнит и укачивает. Потом это дело проходит, и такое ощущение, что как будто бы это и был эффект. Я говорю, ну и что, это вот собственно, и все. Вот меня немножко помутило, потошнило, и, собственно, вся песня. Но вот он говорит, ну, давай тогда вторую часть. Я говорю, вторую не буду, давай половинку. Да? Варю за парика. Se ele quiser. Порошок хочешь принять или сразу на чай? Как он говорит, как сам Ele чувствуешь. Скажи мне без разницы. Как правильно? Para ele tanto faz. Tu acha que Tá. com парика vai ficar melhor ou... Tá, melhor. Ту профессионал. С порошком просто больше шансов, что пойдет в процесс, потому что все-таки прочищает дыхательные. Тогда давай с порошком. Eu faço assim, pra eu ver. Вот. Он говорит, половинку на, держи. Половинку я выпил, после половинки опять то же самое, вторая волна пошла, тоже укачивает, мутит, вот это все только еще хуже. Я говорю, ну давай уже допиваю я все до конца, и на этом мы заканчиваем. Вторая порция пошла, потому что первая практически не подействовала. Был небольшой эффект. Нет, эффект был, не сказать, что его не было, но просто усталость, скорее всего, сказалась. Сейчас посмотрим. Точно Но все? я Или не половину? Буду, я половинку буду. Да. Ну, сейчас пойдет у тебя. На что он говорит, ну давай, все, вот тебе, значит, очищаться не от чего, ты такой хороший человек, значит, у тебя эффект проходит отлично, я вот это вижу, хожу, пью вокруг тебя в бубен, у тебя бубен вообще на тебя не действует. Я говорю, последняя волна, когда меня вот так уже просто кружило, мотыляло, я говорю, слушай, хватит уже песни петь, меня от песен больше тошнит, чем от, да, я лучше вот птичек природу послушаю, и все, и уже отойду от этого состояния. Вот ровно та уездка, которую я выпил, ровно она же и вышла с Богом значит, за перила. Я говорю, пришли мы кушать, значит, я взял там рыбку какую-то, что-то салатик какой-то тоже, манги, все остальное прочее. Ставлю кашасу, бахаю кашасу, начинаю кушать. И вот только я начинаю кушать, мы начинаем общаться, разговаривать, мне начинает идти полное расслабление. Почему? Скорее всего, конечно же, от кашаса, потому что я бахаю кашасу, мне приятненько, и я понимаю, что такое эффект ауяски. Вот как В этот момент меня начинало крыть. Причем начало крыть сначала легко, и я такой думаю, ага, и я словил этот эффект, ага, вот теперь я такой. То есть ты прям понимаешь этот эффект, ты видишь его, когда тебя накрывает. Но тебя накрывает в какую? Тебя накрывает в положительную сторону. Тебе начинает, как было с самого начала, тебе начинает казаться, что, боже мой, какая же прекрасная кашаса, как же мы хорошо сидим, как же мы отлично, значит, проводим время, более того, за окном джунгли, ты начинаешь вспоминать путешествия по Амазонке, ты начинаешь вспоминать те джунгли, которые ты сегодня прошел, то, что только что произошло, и тебе становится от этого очень приятно, потому что ты начинаешь его, просто перевариваешь свой день в приятную сторону. И тебе все вспоминается очень замечательно хорошо. Потом
Ты сидишь, тебе начинает еще больше все нравиться. Потом тебе начинает казаться, что ты один находишься в пустой комнате. Начинаешь разговаривать вообще сам с собой, с какими-то, не знаю, своими знакомыми, бывшими там и так далее, и так далее. Начинаешь что-то вспоминать, переваривать. Дальше начинается следующее. Дальше у тебя именно начинается то, что рассказывал шаман. Ты начинаешь вспоминать предков, ты начинаешь вот это все вот про предков обдумывать, передумывать, тот запрос, с которым ты заходил, ты его начинаешь полностью переваривать. Есть одно положительное действие во всем этом, у тебя нету отрицательных волн вообще, у тебя начинает крыть вот эта вот волна, когда ты понимаешь, что ты под наркотой, ты начинаешь обдумывать, переживать, что-то там не загоняться, а переобдумывать еще раз. Потому что загнаться невозможно. Как только ты начинаешь загоняться и погружаться в какие-то плохие, во что-то плохое, тебя моментально выталкивает обратно. Вот нету такого, что крайний пик и крайний нижний пик. Тебе очень хорошо и очень плохо. Тебе нормально, хорошо длится. Как только ты загоняешься, вот как только что-то плохое случается или еще что-то, там вокруг, например, петарда взорвалась, я не знаю, кто-нибудь с кровати упал, что угодно, ты там чуть на что-нибудь загнался, оба моментально тебя выталкивает обратно в это хорошо. И вот ты на этом уровне очень хорошо длишься очень-очень долго. Действительно, по факту становишься более полноценной личностью. Действительно, переобдумав те вещи, которые не мог переобдумать никогда, становишься более зрелым, более, осмысленным человеком. И действительно это так, это очень сильно помогает потом в работе. Некоторые вещи, они прям легче становятся. Скажи, ты бы мог рекомендовать это всем или, может быть, наоборот, не всем? Я бы не мог это рекомендовать никому, если только человек сам не захочет. Естественно, конечно же, хотел бы я рекомендовать это всем, но если человек об этом ничего не знает, пусть сначала изучит, посмотрит и так далее. Потому что это такая штука, которая, наверное, по врачебным каким-то параметрам подходит не всем людям. Сначала изучите вопрос, лезет туда. И заканчивая, эту историю, что я могу сказать? Рекомендовать, да, можно. По здоровью смотрите сами, проконсультируйтесь у врача, посмотрите, почитайте и так далее. Мне очень понравилось. Единственный нюанс, что, конечно же, это еще дает тот эффект, что ты находишься в джунглях, на берегу Амазонки, у тебя прекрасная луна, у тебя огромное небо в звездах, у тебя Амазонка под ногами, у тебя крокодилы бегают через 2 метра, и у тебя пираньи где-то плещутся вот там, а там дельфины плещутся. Поэтому это, естественно, накладывает незабываемое впечатление и абсолютно другой эффект. В общем, пользуйтесь, опыт есть опыт, смотрите сами, решайте сами, но мне очень понравилось.